Жестокие убийства, торговля наркотиками, рэкет, постоянные вооруженные разборки – все это непосредственно связано со знаменитой русской мафией. Сегодня я расскажу вам, как русские всего за несколько десятилетий стали самыми главными в криминальном мире Америки, кто руководил этой организацией и как правительство боится русской мафии. А в конце вы узнаете о том, как Пабло Эскобар сотрудничал с Тамбовской ОПГ. Приятного просмотра! Представьте замечательный район в развивающемся американском городе, который расположился всего в 100 метрах от океана. Отличная береговая линия, на которой разместили все необходимое для хорошего отдыха. Замечательный пляж с красивыми девушками, теплая вода океана. Представили? Кажется, это был бы самый лучший район города, если бы не одно «но». Речь сейчас идет о печально известном Брайтон-Бич, который расположился в Нью-Йорке. Что такого ужасного в этом районе, спросите вы меня? А я отвечу – русская мафия. В первой половине 70-х годов прошлого века Америка, так сказать, открыла двери для иммигрантов из СССР. Теперь в страну могли въехать политические иммигранты. Естественно, в Союзе решили, что отправлять на Запад своих ученых и других полезных людей бессмысленно. Куда лучше было бы переправить за океан преступников и воров в законе, чтобы они не докучали у себя на родине. Специально для этих людей правительство и правоохранительные органы СССР подготавливали чистые документы, в которых не было никаких отметок о преступной деятельности. В Америку хлынул поток злостных нарушителей закона. Именно так в США попал трижды судимый вор в законе Евсей Агрон. Вообще из СССР бежало достаточно много людей еще до принятия закона. И по какому-то стечению обстоятельств все они располагались в районе Брайтон-Бич. Туда же и отправился Агрон. Естественно, русский преступник не желал работать грузчиком или уборщиком за гроши. Поэтому он достаточно быстро сколотил свою собственную банду уже в Америке. В 1977 году эта преступная группировка занималась вымогательством денег у предпринимателей. И тут стоит отметить то, как они это делали. В те времена буквально все говорили о жестокости новой русской банды. Даже итальянская Каморра, очень развитая преступная группировка, отмечала то, с какой легкостью новые соседи убивали всех, кто им не угоден. Если бы вы владели магазином в те времена и к вам пришли русские, выход был бы один – просто отдать им деньги, иначе вас просто бы убили. По этой причине буквально никто из предпринимателей не обращался в полицию под страхом смерти. Даже был один показательный случай. В 1980 году одна женщина, которая была очевидицей множественных нападений, опознала члена русской банды. Но дать показания в суде чисто физически и физиологически она просто не смогла. Бандиты расправились с бедной женщиной с особой жестокостью. Ей выкололи глаза, долго пытали и в конечном итоге убили, не пощадили и ее маленького сына. Я также нашел информацию, что творить весь этот беспредел новой в Америке русской мафии помогали другие группировки, например, итальянская мафия. А в 80-х бандиты начали сотрудничать с кланом Коломбо. Это одна из 5 семей итало-американских гангстеров. Благодаря этому сотрудничеству группировки зарабатывали сотни миллионов долларов в год. Как такое возможно? Они проводили налоговые махинации, которые были связаны с торговлей бензином. Естественно, это дело было очень прибыльно. Правда, было одно достаточно большое «но». Придумал эту схему ближайший советник Агрона, Давид Богатин. И он проводил все свои махинации втайне от босса. Естественно, спустя время Евсей Агрон все разузнал. Ведь столь огромные суммы не могут не оставить след. И когда он услышал, что его ближайший подручный делает что-то за его спиной, он пришел в ярость. Агрон тут же попытался получить долю в столь выгодном бизнесе. Однако из-за этого на жизнь первого русского босса мафии начались покушения. Никто не хотел с ним делиться деньгами. Первую попытку убить лидера русских совершили в 1984 году.
Тогда Агрон смог пережить атаку, однако он был ранен в шею и лицо. Но уже в следующем году жизнь босса прервалась. Когда он вышел из квартиры, его уже ожидал киллер возле лифта. У Агрона не было шансов, так как он получил 2 пули в голову и погиб на месте. Самое странное, что его телохранителя в тот день не было. Кстати, я также нашел интересную информацию о первом боссе русской мафии. Именно при участии Евсея Агрона была выпущена 2-я русская газета в США. При этом человеке из обычной уличной банды иммигрантов из СССР появилась очень жестокая мафия, с которой приходилось считаться буквально всем. А в 1979 году Агрону лично обращался Владимир Высоцкий, пытаясь решить свои финансовые вопросы с организаторами. Наверное, вам уже вовсю не терпится услышать, что же было дальше. Так вот, после смерти Евсея Агрона у руля организации встал Марат Балагула. Это был иммигрант из Одессы, который в 1977 году обосновался все в том же Брайтон-Бич. Еще до того, как возглавить русскую мафию, Марат смог достичь определенных высот. Он стал совладельцем одних из первых русских ресторанов в Америке – Садко и Одесса. Кстати, в последнем долгое время выступал достаточно известный русско-американский поэт Вилли Токарев. Уже спустя 3 года после открытия, в 80-м году, Балагула продал ресторан «Садко». На вырученные деньги он открыл бензоколонку, а затем и вовсе занялся оптовой продажей топлива. Именно здесь он достиг огромных высот за счет уклонения от уплаты налогов. По информации, которую я нашел, пока готовился к ролику, такая криминальная торговля бензином обходилась американской казне в миллиарды долларов. А теперь важное уточнение. Именно Марат Балагула контролировал всю торговлю левым бензином в некоторых районах Нью-Йорка. На предприятиях на него работало свыше 500 человек. Так что чистая прибыль от таких махинаций исчислялась сотнями миллионов долларов. А если учесть, что почти весь рынок такого топлива контролировался именно советскими иммигрантами, можно сделать вывод, что в те времена русская мафия была на вершине криминального мира в Америке. Но, как говорится, недолго музыка играла. В 1985 году его арестовали. И как вы думаете, за какое преступление? Вы будете удивлены, но уж точно не из-за махинаций с банковскими карточками. К слову, это был далеко не самый приоритетный бизнес Балагулы, да и роль у Марата была не самая важная. В 1986 году суд присяжных признал его виновным, но русский босс, не дожидаясь исполнения приговора, под залог в $500 000 был временно выпущен. В это же время он бежал из страны. Скрываться ему удавалось более 2 лет, однако в 1989 году его все-таки поймали во Франкфурте и экстрадировали в США. В Америке же его приговорили к 8 годам по делу о дебетовых картах, а позже к этому сроку добавилось еще 10 лет. В итоге бразды правления Марат потерял еще в те времена, когда его впервые задержали. Второй босс русской мафии буквально поднял до небес преступную группировку. Он продолжал решать вопросы с большой жестокостью, но теперь сфера влияния банды серьезно расширилась. Русские были везде, где были хоть какие-то значительные деньги. Кстати, я нашел еще одну занимательную историю. Во времена Марата Балагула случился конфликт между ним и другим гангстером, Владимиром Резником. Владимир также собрал свою банду и решил не мелочиться. Он ворвался в клуб «Одесса», который принадлежал Марату, подошел к нему и засунул в рот пистолет. Его требования были максимально простыми. $500 000 сейчас на руки и процент от всей прибыли. Но Резников не знал, что Балагула тесно сотрудничал с итальянцами. Когда они узнали о том, что на Марата напали, они просто застрелили наглого гангстера прямо посреди улицы. Но от того, что произошло той ночью в Одессе, у лидера русской мафии произошел сердечный приступ. Уж слишком сильно он перепугался. Освободившийся пост главы русской мафии после ареста Марата должен был занять кто-то достаточно компетентный. И на эту роль отлично подходил Борис Найфельд по прозвищу Биба. Он эмигрировал из Беларуси в конце 70-х годов.
Кстати, он был телохранителем первого лидера русской мафии Евсея Агрона, но до этого он занимался лишь мелким криминалом. После смерти Евсея Биба стал работать на Марата. Он буквально всегда был приближен к лидерам русской мафии. Естественно, это давало ему отличный опыт в том, как вести дела на самом высоком уровне. Поэтому после ареста Марата Борис занял пост главы. Не буду затягивать и сразу расскажу самые интересные факты о правлении Бибы. После того, как он получил в руки всю мощь преступной организации, он принялся выстраивать новый бизнес. Он не желал продолжать работать с левым топливом. Вместо этого Борис решил торговать наркотиками. Биба вместе с итало-польским гангстером Риккардо Фанчини провел довольно успешную операцию по контрабанде тяжелых наркотиков из Таиланда в США. И то, как все это происходило, повергнет вас в шок. Сначала из Таиланда груз был доставлен в Сингапур. Там наркотики спрятали в кинескопы телевизоров, после чего их отправили в Польшу при помощи грузовой компании, которая располагалась в Бельгии. Оттуда груз был доставлен на самолете до Нью-Йорка. И как только Биба со своим соучредителем получили тяжелые наркотики, они тут же продали часть 5 семьям, о которых я уже частично рассказывал. Остальное было решено реализовывать через уличные банды латиноамериканцев. И то, сколько зарабатывала русская мафия в те времена, может повергнуть любого в шок. В этом бизнесе крутили миллиарды долларов. На вырученные деньги Биба приобрел себе роскошную квартиру в бельгийском городе Антверпен, а также огромный дом в Нью-Йорке прямо напротив заповедника. Борис вел шикарную жизнь на свободе. Он постоянно развлекался со своей любовницей, ходил по ресторанам, но все равно не забывал управлять всеми процессами внутри мафии. В январе 1994 года Бибу арестовали за торговлю наркотиками. Спустя некоторое время Борис и его помощники признали себя виновными, но о своей преступной жизни они не жалели. И еще спустя время Биба согласился сотрудничать с ФБР. Он передавал правоохранительным органам очень много важной информации, благодаря чему его приговорили лишь на 5 лет заключения, и в 1999 году его выпустили. Биба не перестал заниматься преступной деятельностью. И как вы думаете, как долго он смог находиться на свободе? Я вам отвечу, его арестовали лишь в 2008 году за контрабанду сигарет. За это преступление он вновь получил 5 лет и был освобожден в 2014 году. Тут на свободе он пробыл недолго. Спустя неполных 2 года Бориса арестовали за вымогательство денег. Как оказалось, у него заказали убийство человека за $100 тысяч, но он хотел больше, поэтому предложил жертве за 125 тысяч сохранить жизнь. Естественно, с учетом таких угроз, мужчина, которого хотели убить, обратился в полицию. За это Биба и получил последний срок. Как мне кажется, бывший лидер русской мафии в Америке стал довольно жалким. Прямо сейчас Борис живет на социальное пособие и просит власти США, чтобы они вернули его на родину. Он избегает мест, где раньше был королем, чтобы его, собственно, никто не узнал. Некогда знаменитый и очень жестокий Биба настолько размяк, что уже задумался участвовать в реалити-шоу, чтобы заработать денег. А как вы думаете, такое поведение главы русской мафии – это норма? Пишите об этом в комментариях, лишь бы он в Россию не вернулся. А то, что вы услышите дальше, может вас довольно сильно удивить. Русская мафия сотрудничала с самым известным медельинским картелем, которым управлял сам Пабло Эскобар. Вместе с тамбовской организованной преступной группировкой колумбийцы намеревались купить российскую дизельную подводную лодку «Фокстрот». Планировалось, что после того, как из субмарины были бы изъяты торпедные аппараты, в ней можно было бы разместить 40 тонн наркотических веществ. Изначальная стоимость сделки оценивалась в $20 миллионов. Но спустя некоторое время и уйму переговоров у мафиози получилось сбить цену до 5 миллионов. Правда, сделка так и не состоялась. Некоторые ключевые фигуры, которые участвовали в сделке, погибли. Из-за этого подлодку так никто и не продал. Но информация об этом все равно утекла в СМИ, которые серьезно приукрасили ситуацию. Наркоподлодка стала настоящей легендой во всем мире. Строилось много теорий заговора вокруг этой сделки. Кто-то утверждал, что сделка все-таки состоялась,
Журналисты утверждали, что преступники планировали обстреливать побережье Америки торпедами, начиненными кокаином, а кто-то говорил, что подлодка предназначалась самому Пабло Эскобару, чтобы спастись от преследования американских спецслужб. Но все это было лишь разговорами и небылицей. На деле субмарину просто не купили. Прямо сейчас нельзя сказать, что русская мафия – это единая организация. Я скажу вам так. Это огромная криминальная сеть с кучей разных банд, которые взаимодействуют как друг с другом, так и с другими преступными образованиями. Прозвали такие банды русской мафией именно американцы. Но на деле правителя этой криминальной организации просто нет. По данным ФБР, прямо сейчас в США орудует 6 тысяч группировок. Все они объединены примерно в 200 синдикатов. Выделяются среди них лишь некоторые, например, «Братский круг». В 2011 году президент США Барак Обама назвал эту организацию одной из самых главных угроз национальной безопасности Америки. Сегодня же русские группировки действуют из подполья. Они отказались от излишнего насилия, как это было в 70-е и 80-е годы прошлого века. Теперь их силы сосредоточены на финансовых махинациях. По разным данным, зарабатывают они прямо сейчас триллионы долларов. Эти цифры меня просто поражают. Но самое главное, русская мафия по-прежнему остается лидером криминального мира в США. Сегодня вы узнали еще больше про знаменитую русскую мафию. Спасибо за просмотр, до встречи в следующих видеороликах. И не забывайте подписываться, ставить лайкосик свой. Спасибо. До свидания.